Рюджи, известная как Аю из группы Iris, а также бывшая участница Red Square, Good Day и шоу The Unit, сообщила в недавнем посте на своем блоге в Never, что у нее диагностировали острый лимфобластозный лейкоз, один из видов рака крови. В своем эмоциональном и откровенном сообщении Рюджи призналась, что долго сомневалась, стоит ли рассказывать о своем диагнозе публике. Она колебалась между тем, чтобы открыто поделиться своей историей или же просто пройти лечение и однажды сказать, что полностью выздоровела. Однако в итоге Рюджи решила говорить честно, подчеркивая, что болезнь – это не преступление и скрывать ее не имеет смысла. Кажется, я просто просила, чтобы мне повезло в лотерею, но пробившись через шанс 1 на миллион, получила болезнь. Похоже, Бог ошибся. Возврат возможен? С горькой иронией пишет она, добавляя, что ее диагноз не был вызван каким-то конкретным образом жизни, а скорее стал результатом чистой неудачи. В завершение поста она обратилась к читателям с теплым посланием. «Пожалуйста, поддержите меня. Я вернусь, победив все раковые клетки. Пока». Здравствуйте. Заголовок показался мне немного провокационным. Ха-ха, извините. Прежде чем написать этот пост, я много думала, правильно ли будет рассказать людям о своем нынешнем состоянии, или просто тихо пройти лечение и потом сказать, что я полностью выздоровела. И если снова писать пост, должна ли я говорить об этом серьезно, или подать все в легкой форме? Много об этом думала. На самом деле, я сейчас лежу в больнице. Кажется, я просила, чтобы мне повезло в лотерею, но пробившись через шанс 1 на миллион, получила болезнь. Похоже, Бог ошибся. Возврат возможен? Ха-ха. Точный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Это один из форм рака крови. Я перепробовала все – и винить других, и винить себя. Лучше бы ложилась спать пораньше, лучше бы не пила, лучше бы не нервничала. Хочется расправиться со всеми ублюдками, что доставляли мне стресс. Почему именно я? У меня и так была тяжелая жизнь. Почему же все так? Было и похуже. Ха-ха. В общем, говорят, это болезнь, которую можно подхватить просто из-за неудачи. Стресс, алкоголь и прочее, конечно, причины всех болезней. Но прямой причиной это не стало. Просто мне чертовски не повезло. На самом деле меня не читает много людей, но я подумала, что те, кто меня до сих пор поддерживал и любит, если увидят этот пост, будут очень расстроены. Им будет тяжело, поэтому я долго сомневалась, писать или нет. Но ведь впереди лечение, и возможно я даже не смогу выкладывать что-то в социальные сети. А болезнь – это ведь не преступление, чтобы ее скрывать. Вот почему я все-таки решила написать этот пост. Обычно мы даже не переписываемся, а тут вдруг «ты как? Все будет хорошо, держись». Такие сообщения я очень не люблю. У меня реально нет сил даже на ответы. И особенно не выношу жалости. Я и так уже достаточно пожалела себя сама. Теперь просто хочу спокойно пройти лечение. Поскорее выздороветь и вернуться к обычной жизни. Такие мои чувства. Плакать, сожалеть, почему, за что мне, хнык-хнык. Этот период хотела бы поскорее пережить. Постепенно, если появится время и силы, я хочу немного рассказать, как узнала о болезни, как попала в больницу и как проходила лечение, в краткой форме. У этой болезни гораздо выше частота возникновения у детей, поэтому информации очень мало. Так что, может быть, это хоть немного кому-то поможет. Пожалуйста, поддержите меня, я вернусь, победив все раковые клетки. Пока. Статистическая частота возникновения. Вероятность возникновения острого лимфобластного лейкоза у взрослого населения составляет примерно 1 к 2 случая на 1000 человек. У женщин взрослого возраста этот показатель находится на аналогичном уровне. Таким образом, вероятность того, что 28-летняя женщина заболеет острым лимфобластным лейкозом, составляет менее 0,001%, что делает этот случай крайне редким. Не так давно Рюджи из Iris оказалась в центре внимания нетизинов благодаря поразительному сходству с Джису из Blackpink. Нетизины восхищались совершенно нежной и изящной красотой Рюджи, а некоторые отметили, что она даже больше похожа на старшую сестру Джису, нежели на саму исполнительницу Flower. До того, как стать участницей Iris, Рюджи была начинающей актрисой, затем она решила попробовать себя в айдол-индустрии, чтобы реализовать свои певческие способности. Она дебютировала в 2 группах и участвовала в музыкальном реалити-шоу на выживание The Unit, однако не смогла добиться на нем больших успехов. Теперь же, когда девушка-айдол привлекла внимание публики, кей-поп-фанаты надеются, что ее ждет самое яркое будущее.